Добрый день. Так, у вас Павловск, да? Ага. Пристегнитесь. Единственное, у меня сейчас вам просьба будет. У нас поездка далекая за наличные. Так, у вас 1703 рубля. Не могли бы вы деньги вперед? Что, почему? Дать? Друзья, в эти непростые времена есть выходы для того, чтобы заработать денег и как-то пережить трудности. Если вдруг вас уволили с работы, либо сократили, либо по каким-то причинам вы лишились дохода, вы всегда можете, и у вас есть личный автомобиль, вы всегда можете воспользоваться тем, чтобы поработать в такси, временно или постоянно. Пожалуйста, мы всех приглашаем. У нас очень крутой парк, у нас моментальные, реально моментальные выплаты, у нас офигительная служба поддержки, и мы подключаем в течение вот такусеньки короткого времени. Всех приглашаем, все, кто нуждается, и все, кто планировал работать в такси, приходите к нам, обязательно мы всех накормим, обуем и обогреем. Не грустите, все будет хорошо. Удачи! Ну, смотрите, поездка длинная, и все длинные поездки я прошу оплачивать всегда вперед, потому что... Я вообще-то через приложение же бронирую. Нет, я понимаю. Просто у меня правило такое внутреннее, чтобы... Разные люди садятся, я скажу честно. Я понимаю, что вы, не... У вас... такой хороший вид, скажем так, да, вы не это самое, вряд ли будете от меня убегать, возможно, а возможно и нет. То есть я не готов гадать, что будет у меня на далекой поездке. Если поездка за наличные далеко, я всегда прошу пассажира заплатить мне вперед. Неважно, кто это. Дедушка, бабушка, там, полубомж какой-то, наркоман. Думаете, что я там, на трассе где-то выйду, или вы, типа, подъедете, да, и я такая, пока и побежала. Ну, смотрите, я на самом деле чтобы не развивать, что может случиться, а я могу развить эти, если хотите, темы, я просто не дифференцирую людей по виду, там, еще как-то. Я просто всех, я принял такое решение однажды, больше года назад, со всех просить деньги вперед, чтобы, скажем, не обижать никого. То есть все у меня под одну, скажем так, гребенку. А где у меня тогда гарантия, что я доеду, если вы уже деньги получили, вы меня сейчас меня за углом высадите и все? Я же девочка. Хорошо, давайте так. Вы слышали хотя бы одну такую историю? Хотя бы одну, что таксист взял деньги и кого-то высадил, не довезли. Да. Слышали? Конечно. Хорошо, давайте так, хорошо слышали. Этих историй меньше или больше, чем те, когда таксистов кидали по приезду? Хорошо, смотрите, Нет, подождите, вы только не думайте, что я какой-то там, ненормальный или еще что-то. Ситуации реально могут быть разные. Мы едем далеко, это там, пригород, неважно. Мы сейчас приедем, мы приезжаем, мы заезжаем куда-то, я не знаю, там, к дому выходят 3 амбала с пистолетами и говорят: чувак, спасибо, что привез нашу королеву, ты свободен. Ладно, давай. Мен звонил? Ага. Чё надо? Работу предлагал. Чё за работа? А кто про это по телефону базарит? Это условно говоря, я понимаю, что это глупость какая-то. Я еду на девичник вообще к подруге. Прикольно. Угу. Так. Хотите, я вообще позвоню и она вам скажет, что я еду к ней. Так, нет, во-первых, я изначально начал строить разговор о том, что я не утверждаю ничего. Я просто правило такое у меня: брать деньги вперед со всех. Неважно, кто это. Там, красивая девушка, некрасивый мужчина. Вообще пофигу. То есть я беру деньги совсем. То, что у вас девичник у подруги. Блин. И это я поздравляю подругу и вас, наверное, в том числе. Вы не производите впечатление человека, который мне не заплатит, правда. Но чтобы я не рисковал, не ехал, не гонял, еще что-то, понимаете? Это как... хотите, я вам пример приведу? Такой, может быть, он не очень там какой-то корректный, но он похож на эту тему, да?
зачастую венерические болезни подхватываешь не от девушек, которые выглядят как грязнульки. Что тут вообще венерические болезни? Это я к тому, что ты не ожидаешь чего-то от человека, а это может произойти. Ты подхватываешь венерические болезни не от девушки, которая выглядит как грязнулька, я просто в шоке от а она выглядит просто как модель. И ты думаешь, ну она-то уж явно здорова. Ничего не используешь, утром просыпаешься и просто охреневаешь от того, что происходит. Ну, иди ко мне. Серафима Павловна. Серафима Ну Павловна. перестань, ну какая тебе Серафима Павловна? Зови меня просто Бусинка. Вы хотите сказать, что вы не хотите ехать, не получив аванс? Не аванс, всю сумму. Вообще даже всю У сумму. вас поездка 1703 рубля. Это, кстати, как основание, как Я год вообще основания такого, Санкт-Петербурга. ни разу не встречала. То есть я постоянно езжу через приложение. Да. Я же вам сейчас У пытаюсь. меня деньги у меня спишутся. У вас наличные. У меня наличные. Да, у вас стоят наличные, в том-то и дело. Я же вас прошу заплатить за наличные. Мне заплатить наличные. Чтобы избежать любых моментов, неважно, кто садится рядом со мной, я прошу деньги вперед. И судя по тому, что мы не можем прийти к консенсусу, вы не особо сильно торопитесь. Нет, я вообще, конечно, тороплюсь. Отмечать девичник? Ну, конечно, меня же ждут подруги. Ага. Но я тоже не понимаю, почему как бы я должна оплатить вперед, как бы услуга-то еще не оказана, да? Правильно. Угу. Я объясняю еще раз, что в процессе оказания услуги, точнее в конце, может произойти разные ситуации. В такси это случается чаще, чем в других местах оказания услуг. Я мало слышал историй, когда девушка делает маникюр, потом говорит: ой, можно я выйду позвоню? И с концами. Вот таких историй я мало слышал. Да, но истории, да, когда но в за такси маникюр... люди говорят: ой, я забыла деньги дома, ой, сейчас я к подружке зайду, она вынесет. И все, и человек, я Да, серьезно. но за маникюр я плачу ой, после. сейчас у нас там стриптизер из торта выпрыгивает, сейчас я у него из плавок достану и вам принесу деньги. А что, если я вас приглашу на этот девичник, вы вместе с нами отдохнете? Вот. Вы как зашли, с какой стороны? Прям. Вот зачем вы так? Скажите, я вам тут, значит, пытаюсь настроить вас на серьезное, так сказать, действие, дать мне денег вперед, а вы с козырей заходите. Я же мужчина, я же все визуализирую. А подруга-то, ну, она замуж выходит, а есть незамужние? Конечно. Это еще больше меняет дело. Но, вы знаете, вы правда очень красивая. Я замужем. Нет, я понял, а я не клеюсь. И я очень прямо сильно воодушевился, когда вы позвали меня на девичник зайти. Несмотря на то, что я за рулем, но я бы мог бы выпить сок, кофе, да, поздравить невесту. Конечно. Да, посмотреть, как у вас там все устроено, порадоваться за вас. Но я буду не я, если я сейчас просто под воздействием ваших чар и перспектив побывать на крутой тусовке. Вы считаете, что я, типа, такой план замыслила, предлагаю вам пойти на девичник, да, и потом вы меня привозите, и я просто сливаюсь? Прячетесь в торт. Вообще, просто... Нет, Просто блин, я не про это, я про то, что я не хочу от своих принципов отступать даже под воздействием ваших прекрасных глаз и речей. Поэтому я очень вас прошу. Вы знаете, я готов вас на коленях умолять, правда. Я очень хочу попасть на вечеринку к вашей подруге. Я очень хочу вас довести. Я очень хочу заработать 1703 рубля. Пожалуйста, если у вас есть возможность, вот пожалуйста, дайте мне денег вперед. И я не нарушу свои принципы. У нас будет отличная поездка. Я буду всю дорогу... Тоже такими глазами. Я всю дорогу буду петь шикарные популярные песни. Петь умеешь? Я умею
петь. Зачем я соврал? Я же не умею. Но я буду очень стараться, правда. Я буду очень стараться петь. Я вас очень прошу. Вот я никогда так не делал. Обычно, если в течение 5 минут человек не решается, я говорю, ну, можете ехать на другом такси. То есть но я вас очень прошу. Да? Нет, только когда длинная поездка и за наличные. То есть длинная. То есть если мы до туда ехали, все нормально. Ну, я бы рискнул, да, 100 рублей мне бы, я бы рискнул. Но рисковать 1703 рублями я не очень хотел. Поэтому я еще раз, вот как вас зовут? Надежда. Меня зовут Евгений. Надежда. Вот ваше имя говорит о том, что у меня есть надежда, что я все-таки вас отвезу и выпью сока за здоровье вашей подруги. Поэтому знаете, я редко так делаю. Я вас умоляю, пожалуйста, дайте мне денег вперед. Потому что еще чуть-чуть, и я сломаюсь. А я не хочу ломаться. Вот я по своей сути, я тоже очень принципиальный человек. Я могу из принципа себе там, ну, делать во вред. Я не знаю, пешком пойти просто. Хорошо, вот. смотрите. Но эта ситуация, просто шок какой-то. Я вообще такого ни разу, не сталкивалась. Так. Пожалуйста, я пожалуйста. вот просто, я не знаю, что за человек такой. Вы настолько не доверяете. Мне кажется, что тут не принципиальность. Нет? А что? Мне кажется, что вы не доверяете людям. Почему вы мне не доверяете? Надежда, ответьте мне на один вопрос. У вас есть возможность сейчас достать деньги и дать их мне? Возможность. У меня есть. Я вас умоляю. Вас сегодня умоляли о чем-то? Нет, меня Я умоляю вас. Дайте мне, пожалуйста, денег. Я практически унижаюсь. Дайте мне, пожалуйста, денег, и мы поедем. Давайте так. Положите их сюда. Я не буду их брать. Они будут на нейтральной территории. Я увижу, что они у вас есть, и этого будет достаточно. Я прошу вас. Ну хорошо, пожалуйста. но не знаю. Ладно. Но тогда вы уже точно идете на вечеринку. Я просто нифига себе такое условие, прям не знаю, как я смогу. Чтобы это выработать, у вас доверие. Да. Чтобы вы увидели, что все, что я говорила, это была правда. Может, вам даже стыдно станет. Я вас уверяю, на этой вечеринке у меня столько доверия выработается. Вы просто... да, 2000, приедем, вам 300 рублей сдачи дам. Не нужно, Евгений, оставьте на чай. То есть вы... Я думаю, что вам это нужнее. Давайте подытожим. Я приглашен на суперкрутую вечеринку «Девичник», где будут незамужние женщины. Да. И атмосфера праздника. Да. Вы дали мне деньги вперед и еще 300 рублей на чай. Надежда, можно вашу ручку? Я джентльменом сегодня буду до конца. Говорите, какой репертуар песен вам хочется, и мы будем сейчас его исполнять. Давайте, Modern Talking. Сейчас все будет. Спасибо вам. Вы не пожалеете. Надеюсь, подруги тоже.